При всех твоих немеренных понтах ты просто пушечное мясо. Пушечное мясо, и ты не нужен им так, как нужен им я. Понятно? Я принес огонь. Привет от Фрэнка. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Напролом 2012 года также «Захват», «Локаут», остросюжетный научно-фантастический боевик от режиссеров Джеймса Мэттера и Стивена Сент-Леджера, в котором спецагент спасает дочь президента от бунтовщиков в космической тюрьме с Гаем Пирсом и Мэри Грейс в главных ролях. Изначально название фильма должно было звучать как MS-ON – Maximum Security, в честь фигурирующей в фильме космической станции. В процессе же съемок создатели решили остановиться на коротком названии «Lockout», в российском варианте «Напролом». Я тебя прислал. Твой папаша. Отец. Что он сказал? Ну я с ним лично не виделся, он был слишком занят. Обсуждал урожай кукурузы. Ты шутишь? Нет, у нас теперь кукуруза хоть жопой. Я про моего отца. Да, эту часть я выдумал. Он просил что-то передать? Да, ты приемная. Фильм «Напролом», актеры и роли. Гай Пирс, Мэрион Сноу, остроумный и крайне циничный спецагент. Мэри Грейс, Эмили Уорнок, дочь президента. Петер Стармаре, Скотт Лангрелл, глава секретной службы. Ленни Джеймс, Гарри Шоу, сотрудник специальной службы при президенте. Винсент Ригант, Алекс, заключенный тюрьмы МС-1, руководитель бунта. Джозеф Гилган, Хидл, брат Алекса, сумасшедший психопат. Джеки Ида, Хок, телохранитель Эмили. Тим Плестер, Джон Джеймс Мэй, связной Сноу. Марк Тенкерсли, Барнс, начальник МС-1. Питер Хадсон, президент Джефф Уорнок, отец Эмили. Ты с ума? Ты меня слышишь? Дождик. Они всех убили. Спали эту помолвку. Ни хрена себе. В одной из сцен персонаж Гая Пирса из «Напролом Сноу» отмечает: вопреки распространенному мнению, на самом деле я не Гудини. Гай Пирс играл Гарри Гудини в фильме «Смертельный номер» 2007 года. Главным сюрпризом стало то, что продюсировать фильм «Напролом» взялся известный французский режиссер Люк Бессон, «Леон» 1994 года, «Пятый элемент» 1997 года, и он же стал соавтором сценария. Крик Вильгельма звучит в фильме в сцене, где заключенный спотыкается и падает сразу после выхода из стазиса. Этот звук стал одним из самых широко известных киноштампов и к началу мая 2010 года был использован как минимум в 216 фильмах и компьютерных играх. Мэри Грейс уже играла похищенную дочь в другом проекте Люка Бессона «Заложница» 2007 года. Когда стазисные камеры в фильме «Напролом» первый раз открываются, можно видеть, как одна из них открывается дважды. В связи с наличием особо жестоких сцен и ненормативной лексики, фильму «Напролом» был присвоен рейтинг R. Подростки до 17 лет допускаются на фильм только в сопровождении взрослых. Не убивай никого. Скажи мне правду, и я не трону твоих друзей. Идет? Третий этаж. Спасибо. Никто не спрятался? Я же все равно найду. Когда сценарий «Напролом» был завершен, режиссеры убедили Бессона, что им необходимо полностью преавуализировать будущий фильм с помощью раскадровки и анимированных моделей героев и декораций. Учитывая, что все технические специалисты были разного происхождения из Бразилии, Ирландии, Франции, Сербии, преавуализация успешно помогла им преодолеть языковой барьер. Часть объектов и декораций в фильме «Напролом» 2012 года сочетала элементы технических конструкций зеленого экрана. Таковы, например, космический полицейский департамент в форме листка клевера, фоном которому служили Земля и космические глубины, или шоссе, где разворачиваются погони на мотоциклах. Эпизод в овальном кабинете был снят на пивоваре на заводе Амстел, расположенном в пригороде сербской столицы. В то время как монтаж и цветокоррекция картин «Напролом» проходили во Франции, визуальными эффектами занималась ирландская студия Windmill. Да, тебе идет. Но чего-то не хватает. Чего? Спокойно, спокойно. Это макияж, Ничего личного. Смотри сюда. Может, это спасет тебе жизнь. Фильм «Напролом». Сюжет.
Несправедливо осужденному за шпионаж против правительства США спецагенту Сноу Гай Пирс выпадает возможность полностью оправдать себя и стать настоящим героем. На огромной космической станции МС-1, являющейся самой неприступной тюрьмой в галактике, происходит сбой, и все уголовники, проспавшие в анабиозе долгие годы, оказываются на свободе. Обстановку усугубляет тот факт, что для проведения специального расследования по подозрению руководства космической тюрьмы в опытах над заключенными на станцию отправилась Эмили Уорнок, Мэгги Грейс, дочь президента. Попав в плен головорезом во главе с Алексом Винсент Риган и его братом-психопатом Джозеф Гилган, девушка вынуждена ждать помощи извне, и только снова сможет спасти ее. Впрочем, у него имеется свое видение и свой корыстный интерес в спасательной операции. Кейс. Лалабай. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Держись, брат. Вижу. Несмотря на относительную краткость, создателям фантастического боевика «Напролом» с Гаем Пирсом хватает времени и на перестрелки, особенно напряженные в замкнутом пространстве, и на изрядный саспенс, и даже на масштабный бой, атаку штурмовыми звездолетами тюрьмы МС-1, обладающей мощной системой защиты. Фильм «Напролом» с Гаем Пирсом выделяется в своем жанре за счет динамики происходящего и юмора. Тут мало слов, но много дела. Эдакий собирательный образ из классических боевиков 90-х, в частности копирует некоторые моменты из «Пятого элемента» 1997 года и «Разрушителя» 1993 года. Настраиваясь на просмотр, нужно помнить, что в фильме достаточно нелогичности и жанровых условностей. Чтобы оценить степень авторской самоуверенности, необходимо дождаться финального спасения героев и насладиться веселым трэшем в моменте. Ну все, пошутили, зови меня снова. Нет, Мэриан, хорошее имя, мне нравится. Раскрывает твою женскую природу. О, приехали. А у меня для тебя сюрприз. Это вообще за что? За мной был должок. Я подумала, что нам надо продолжить знакомство на равных. А я-то дурак. Подумал, что поцелуешь. Напролом хорошее мужское кино, тем более в нашей стране, где в 90-е на видеокассетах боевики были одним из самых популярных жанров и остаются таким до сих пор. Гай Пирс напролом с откровенным удовольствием играет Брюса Уиллиса, хотя остричь с такой пулеметной скоростью тому не приходилось даже в лучшие годы. Мэгги Грейс, капризная девушка из сериала «Остаться в живых», пытается изобразить с ним в дуэте что-то вроде довоенной голливудской комедии. Стормайер рычит на всех, включая президента, в оранжевых робах разгуливают персонажи, которых и в воздушную тюрьму побоялись бы брать на борт. Из плюсов можно выделить визуальную составляющую и саму динамику развития сюжета. Фильм «Напролом» снят по всем канонам боевиков 90-х, с большим количеством клише и прочих фишек данного жанра. Есть крутой главный герой, которому надо спасти красавицу, попутно замочив плохих парней, идя напролом. А, то. Прямо как в 90-е. Правда? Да вы пароль не знаете. За это я вас накажу.